В августе 2005 года Чайна и Террell решили взять выходной от воспитания своих 4 детей, 3 сыновей и дочери, которой было всего 28 дней, которую они назвали Пэрис. Забота о детях была нелегкой работой, но, как и любые другие родители, они очень любили своих детей. Небольшая семья из 6 человек жила в жилом районе в Дейтоне, штат Огайо. Пара не была в официальном браке, но состояла в постоянных отношениях и совместно воспитывали детей. Их вечер проходил многообещающе. Террell попросил свою сестру присмотреть за детьми, пока они насладятся вечером. Они начали выпивать, разговаривая о своей жизни и будущем, но по мере того, как они становились все более и более пьяными, их обычный разговор превратился в горячий спор. Террell сомневался, что Чайна ему была верна. В то время женщина отрицала обвинение, Террell в порыве ярости также отрицал, что является биологическим отцом Пэрис, что застало женщину врасплох. Террell решил на некоторое время уйти из дома, так как он ударил свою спутницу и толкнул ее во время спора. Когда он вернулся, Чайна была без сознания на диване, в то время как их дочь Пэрис мирно спала, мужчина тоже лег и уснул. Когда он проснулся несколько часов спустя, Пэрис все еще спала, что было странно для нее. Он подошел, чтобы прикоснуться к ее маленькому личику, и к его ужасу, оно было холодным, как лед. Террell разбудил свою девушку в состоянии безумия, и они оба отвезли Пэрис в больницу, где ее признали мертвой. У нее также были странные следы ожогов по всему телу. Мать ребенка подозревалась в убийстве Пэрис и была арестована, но полиции пришлось отпустить ее из-за отсутствия доказательств. Несколько месяцев спустя, в 2006 году, ее снова арестовали, на этот раз навсегда. Оказалось, что Чайна изменяла Терреллу и боялась, что девочка не его биологическая дочь. Она не хотела, чтобы Террell бросил ее, и в состоянии алкогольного опьянения она решила покончить с дочерью, чтобы он никогда не узнал правду. В ту ночь, после ссоры, когда Террell ненадолго ушел, Чайна взяла девочку на руки и положила ее в микроволновку. Она увеличила температуру и поставила таймер на 2 минуты. В результате чего Пэрис погибла. Анализ ее тела показал, что этот жуткий инцидент продолжался более 2 минут и что младенец умер вскоре после того, как ее разогрели в микроволновке. Невероятно бесчеловечный акт жестокости был совершен никем иным, как собственной матерью Пэрис. Ирония случая заключается в том, что Пэрис действительно была биологической дочерью Террелла. Первый судебный процесс по этому делу, который начался в феврале 2008 года, прошел не очень успешно. Сын Террелла сказал, что это он вытащил Пэрис из микроволновки после того, как соседский ребенок положил ее туда. Это означало, что мать девочки не являлась убийцей. Однако на втором судебном процессе в сентябре 2008 года это заявление было исключено, поскольку сын Террелла даже не присутствовал в доме в ночь смерти Пэрис. Женщину отправили в тюрьму, где она познакомилась с Линдой Уильямс. Линда была сокамерницей, с которой у них завязались романтические отношения, и вскоре Чайна стала доверять Линде даже самые темные свои секреты. 5 ноября 2010 года Чайна подала апелляцию на повторное судебное разбирательство, заявив, что ее ложно обвинили в убийстве Пэрис. Но судебный процесс выявил больше деталей в этом вопросе, которые еще предстояло раскрыть. 13 мая 2011 года адвокат защиты обвинил прокуроров в неправомерных действиях на судебном процессе по делу об убийстве Пэрис. Чайна заявила, что никогда бы не сделала такой ужасной вещи с Пэрис, но затем Линда пришла на заседание. Линда рассказала суду, что Чайна доверилась ей и раскрыла подробности той ночи, когда она разогревала в микроволновке свою дочь. Линда сказала, что Чайна призналась в убийстве дочери и сказала, что она завернула ребенка в одежду и положила ее в микроволновку и вышла из комнаты. Женщина была приговорена к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения по обвинению в убийстве Пэрис при отягчающих обстоятельствах.
А что думаете вы об этом чудовищном случае? Оставляйте ваши мысли в комментариях. Спасибо за внимание и до скорого!